Приветствую, друзья! Имеется автомобиль, у которого постоянно светится индикатор подушек безопасности. Напомню, у исправной системы после включения зажигания световой индикатор подушек безопасности должен промигать примерно 7 раз, а затем погаснуть. В нашем же случае индикатор светится постоянно. Для начала продиагностировал систему сканером EDIAG Elite, и диагностика показала наличие неисправности внутренней памяти блока управления. Затем перепроверил программой Chevrolet Explorer, и она подтвердила данную неисправность, то есть ошибка 31, внутренняя неисправность памяти блока управления. Следовательно, блок управления требует либо замены, либо перепрограммирования. Но в обоих этих случаях необходимо демонтировать сам блок. Поэтому в этом видео я покажу, как это сделать. Но для начала несколько важных моментов. Блок управления может сохранять достаточное напряжение для приведения в действие подушек безопасности и натяжителей ремней в течение 1 минуты после выключения зажигания и отключения аккумуляторной батареи. Поэтому сразу же после отключения аккумулятора не следует приступать к замене блока управления. Необходимо выждать минимум 1 минуту. Также не следует повторно устанавливать блоки управления, которые упали с высоты больше чем 90 см. Ну а теперь быстро покажу сам процесс замены. Так, первым делом необходимо открутить отверткой с правой стороны, вот здесь, и точно такое же с левой стороны, вот здесь. Далее необходимо снять чехол ручника. На некоторых автомобилях это делается не сильно тяжело, а на некоторых, на которых данная процедура выполнялась очень давно, либо никогда, придется приложить некоторое усилие. То есть берем и просто сдвигаем вверх. Теперь просто берем и поднимаем вверх. Вот блок управления подушками безопасности. Он крепится 3 болтами. Необходим либо торцевой ключ, либо головка на 10. Вот первый болт и 2 болта с этой стороны. Далее убеждаемся, что аккумуляторная батарея у нас отключена. И теперь нам необходимо отключить разъем от блока управления. Для этого необходимо нажать на фиксатор. Вот здесь он. Я добавлю фотографию. И затем вот этот вот черный фиксатор отодвигаем в сторону задней части автомобиля. Разъем отключили. Учтите, что болты откручиваются с небольшим усилием. Это сделано для того, чтобы блок управления был надежно закреплен на кузове автомобиля, потому что его перемещение недопустимо. Еще один важный момент: если вы демонтируете рабочий блок управления подушками безопасности, тогда желательно избегать использования всевозможных магнитов для того, чтобы извлекать болты, потому что магнитом вы можете повредить блок управления. Именно по этой причине чаще всего и выходят из строя данные блоки. Устанавливаем блок с таким же номером, либо аналог. Я буду устанавливать тот же самый блок после ремонта, после перепрограммирования. На резьбу рекомендовано нанести фиксатор резьбы. И ни в коем случае не смазывайте их никакими смазками. После установки блока необходимо еще раз перепроверить, что все болты обтянуты нужным моментом, то есть не менее 10 ньютон-метров. После этого проверяем работу индикатора, и как видим, после ремонта он работает как положено. А если вы сомневаетесь, что индикатор подушек безопасности на вашем автомобиле ведет себя как-то неправильно, тогда смотрите в этом видео, как должен работать индикатор подушек безопасности на исправном автомобиле, а также если у него имеются какие-либо проблемы.